Приветствую всех на своем канале. Меня зовут Любовь. Кто-то уже видел анонс с этими кадрами, кто-то не видел. Посмотрите сейчас. Я как бы анонсировала вот это видео и показывала, что буду обшивать советское покрывало, вот это шелковое, какое-то синтетическое, не очень приятное к телу, и делать из него буду лоскутное одеялко. Вот, хотела поразить еще быстротой изготовления, но не получилось. Не получилось этому случиться, потому что как раз в середине процесса изготовления у меня сломалась моя машинка-старушка, моя New Home, которая у меня здесь была на даче. Вот, а так как у меня в квартире есть автопарк, да, моих машин, то новую покупать смысла не было. И вот пока я на Авито нашла, в общем, немножко на 2-3 дня задержалась моя работа. Так, я вот из таких квадратов, видите, разрезала их пополам, получала прямоугольники. И вот так драпировкой снова получала квадрат. Вот, смотрите. И у меня были цветные квадратики, я их чередовала просто с однотонными. Вот, видите? Сейчас покажу. Вот так вот уголочек сейчас положу, чтобы видно было. И вот смотрите, один прямоугольник вот таким способом, складочками я превращала в квадратик, а следующий в шахматном порядке. И вот так один за другим я буду укладывать все вот эти вот тряпочки в таком порядке. Буду драпировать, все это буду делать вручную. Вот сейчас покажу. Один я уже пришила на уголок. И теперь вот смотрите, вот этот зелененький. Вот так ручками вперед иголкой, сидя на кровати. А когда и полулежа даже, так как со сломанной своей ногой не знала, куда ее деть. Но тем не менее, потихонечку все сделала. И вот так в обратную сторону опять складочки. И вот так вот получается. Видите, в одну сторону, в другую. Вот уже у меня здесь 2 рядочка. Вот 2 ряда я уже сделала. Все такое вот воздушненькое. Мне нравится. Даже я эти складки и не собираюсь там заглаживать, чтобы они у меня как-то графически ровно выглядели. Мне нравится вот так. Где-то складками, где-то пышненько с изнаночной стороны. Всю эту наметку даже, в общем-то, и не видно. И вот так вот получается. Мне очень нравится. Потом я буду еще придумывать, как полосочками все это закрывать, швы, пока все это вручную. Вот уже 3 ряда я сделала. Ну, где-то вручную пришить полностью все покрывало, вот эти квадратики, у меня целый день ушел на это. Так как я на больничном, мне особо заниматься было нечем. Я же говорю, с поломанной ногой, поэтому как-то мне было не в напряг. Сидела и пришивала. Вот, покажу поближе, как я делала. Я же говорю, сидя полулежа на кровати, подложила дощечку, чтобы не прихватывать нижнее покрывало. И вот таким образом, вот видите, накладывала прямоугольник. Прикалывала, чтобы он у меня никуда не уползал, уголки булавочками. Вот так, с одной стороны уголочек, с другой стороны уголочек. Потом вот так передвинула. Вот здесь вот также приколола булавочками. Вот.
И все. И можно пришивать. И так вот я каждый квадратик, этот прямоугольник драпировала до состояния квадрата. Вот смотрите. И хоть покрывало у меня и очень большое, двуспальное, и, как говорят, глаза боятся, а руки делают. Все потихонечку, все пришила. Хоть я и все время раньше говорила, что вручную я не очень-то шить люблю, потому что я люблю все, чтобы у меня, если что-то задумалось, мне хочется быстрее все это сделать. Например, сегодня придумала, и чтобы сегодня уже все это было готово. Я так люблю. Вот, смотрите, все квадратики пришиты. Ну вот где-то целый день у меня на это ушел, конечно, пришлось потрудиться. Вон костыли мои стоят. Но я ими уже не пользуюсь, если честно. Уже наступаю на пятку, принаглела. Хоть мне и говорили на ногу не наступать, но нарушаю правила. Вот такая красота получается. С изнанки, вот видите, никаких стежков, в общем-то, и не видно даже. Но там у меня все равно будет тоже подкладочка. Сейчас покажу, какая и что я с ней буду дальше делать. А наружная сторона мне очень нравится. Вот я разложила квадратики, то, что у меня с изнанки будет. Здесь вот я их уже все сострочила. Даже с изнанки очень красиво смотрится, мне нравится. Вот. А это вот смотрите, я с изнанки все простегала крупными такими стежками, наметала, чтобы когда я буду с лицевой стороны строчить вот с этой ленты вот эти вот полоски, закрывать швы, чтобы у меня с изнанки никуда ничего не уехало, ни в сторону, чтобы все было тоже ровненько и красиво. Ленту такую я приготовила, видите, большой рулон. И вот буду обшивать, и там уже куда какой цвет как попадет, так и попадет. В этом вся фишка, что я ничего не задумывала и цвета уже и не подбирала, когда строчила с лицевой стороны. У меня уже здесь как бы шла импровизация. И вот смотрите, что получилось. Вот она у меня красивая задняя часть нижняя. С обратной стороны одеяла. Нигде у меня там никаких складок не получилось. Все отлично, ровненько. Вот. А это вот посмотрите, какая получилась красота снаружи, с лицевой стороны. И вот цвета эти на полосках в хаотичном получились как бы порядке. И очень-очень красиво. И одеялко, оно как-то объединилось в одно целое. Я такой способ уже использовала на покрывале из мебельных тканей. Мне очень понравилось. И вот теперь на одеялке я это попробовала и опять осталась довольна. Посмотрите, какое веселенькое получилось одеяло. Мне очень нравится. Вот. Всю наметку с изнанки я убрала. Все ниточки. И вот так вот с изнаночки все красиво смотрится. В общем, очень я довольна. При желании, если больше ничем не заниматься, не отвлекаться, где-то за 3 дня можно и такое одеялко сшить. И не нужно ничего, как сказать, там выкраивать по чертежам, по шаблонам. Можно эти делать квадратики совершенно любого размера. Поэтому мне этот способ очень нравится. Рекомендую. Всем пока-пока.